Всех сегодня приветствую! Вы на канале Realistic PS, и это очередное видео по eFootball 2025, как вы уже могли догадаться, исходя из его названия. Ренан Гальвани сообщает нам, что тестирование eFootball 2025 уже вовсю проходит, а это означает, что вскоре, возможно, мы получим какую-то конкретику касаемо игрового процесса. И сегодня предлагаю обсудить все это дело поподробнее. Ну а перед началом не забывайте про привычную активность под этим роликом в виде лайков и комментариев, и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. В принципе, в рамках предыдущих роликов я мельком упоминал о том, что Гальвани сообщал в своем твиттере, что вроде как в середине лета планируется закрытое тестирование eFootball 2025. И еще тогда я вопрошал, ну что же они там собираются тестировать, что же такого особенного собираются показать журналистам, из-за чего на их статьи можно было бы наложить то же самое эмбарго и в целом таить какую-то интригу. Но, судя по всему, Konami есть что показать людям, и, как сообщает Ренан Гальвани, уже в следующую очередь уточняет, именно на этой неделе тестирование уже проводится, точно так же, как и закрытые показы. О том, что в Азии начался какой-то движ, или же конкретно в Японии, говорит и тот факт, что бывший бренд-менеджер серии PES Адам Хати вроде как недавно отправился в ту же самую Японию. И по словам Гальвани, именно на родине самой eFootball и Konami в частности проходит это самое закрытое тестирование. По словам блогера, будут приглашены какие-то журналисты, которые по итогу должны будут выкатить отдельные статьи, как это обычно и происходит, но в свою очередь на них будет наложено эмбарго. Они не смогут поделиться этими самыми статьями или какими-то определенными подробностями того, что они увидели, на определенное время. То есть, грубо говоря, они поиграют, напишут статейку о том, что в принципе все неплохо, но о каких-то геймплейных фишках до определенного времени они не расскажут, потому что присутствует то же самое эмбарго. Но Гальвани уверяет, что какие-то подробности все равно должны просочиться, но на самом деле не стоит зацикливаться только на самом игровом процессе, потому что и ежу понятно, учитывая, что это просто игра-сервис, каких-то глобальных изменений игровой процесс вряд ли претерпит, поэтому, скорее всего, в рамках этого закрытого показа тем же самым журналистам покажут какие-то новые функции, которые непосредственно появятся в самой eFootball. И сейчас я говорю о каких-нибудь быстрых заменах во время матчей, или, например, режиме редактирования, который также вроде как ожидается, и может быть, мы, конечно же, в это обильно верим, какую-нибудь мастер-лигу. Ну, то есть, как это было в случае с декабрьским обновлением, когда в игре появился тот же самый круг почета, прочие функции. Перед всем этим, перед журналистами Konami также успели выступить, показать все это в закрытом режиме, и потом после этого появлялись небольшие статейки, которые потом и раскрывали подробности всего того, что мы по итогу наблюдали в eFootball последующие месяцы. И вполне возможно, что с нынешним закрытым показом будет аналогичная ситуация. В принципе, этот самый показ уже вовсю проходит, и кто знает, возможно, мы и вправду услышим какие-то подробности чуть-чуть раньше, нежели оно планировалось самими Konami. Поэтому, чтобы оставаться в курсе новостей, подписывайтесь на наши соцсети, группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Ну и, конечно же, про этот канал также не забывайте. Подписывайтесь на него, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а у меня же на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и вашу проявленную активность. Не забывайте в лишний раз поддерживать это видео своими лайками и в комментариях делиться своим мнением. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!